Ну, можете представить себе, как был рад король Тингл, услышав такую новость. У него вообще была достаточно безопасная жизнь. Чары его могущественной супруги надежно защищали его королевство от всех неприятностей. И король Тингл, он как-то привык, что он всегда получает то, чего хочет. А тут вдруг такая неприятность. Но он первое, что сделал, жутко рассердился, причем, как ни странно, на Дайрона. И он обратился к своему певцу. «Что за вести ты верно ошибся, певец, или спятил? Как могла в королевство проникнуть такая беда? Отправляйтесь, воины, в путь, я хочу познакомиться с зятем. Приведите мне, Лютиен, с тем человеком сюда». Но Берин и Лютиен уже появились в зале во время последнего куплета песни Дайрона. Их просто не видно было за спинами собравшихся. А Лютиен была барышня очень избалованная, капризная. И она просто взяла своего избранника за руку, решительно вышла вместе с ним перед троном своего отца и сказала папе: «Зачем расточать слова? К тебе я пришла сама. И вот мой избранник, я его привела. Ты знаешь, лжива молва, и мне она не страшна. Я дочь короля, за свои отвечу дела». Тингл совершенно не привык, чтобы с ним так разговаривали, тем более его собственная дочь, поэтому он эту реплику просто проигнорировал и обратился непосредственно к Берину. «Отвечай, кто ты, вор, что проник в мои земли незваным? Как сумел ты нарушить границу запретной страны? Отвечай мне и знай, незнакомец, мне кажется странным, как прошел ты сквозь двери, что эльфам и тем не видны». И вновь вмешалась Лютиен. «Его имя Берин, и он враг тьмы, он сын Барахира, героя войны, и эти прозвания слугам врага страшны. Мы с ним пришли к твоему суду, но я правосудия не найду. Дай клятву, что не убьешь его, или я уйду». Это было серьезное заявление. И Тингл понял, что его дочь шутить не намерена. Поэтому он сквозь зубы выговорил: «Я клянусь, что не трону я Берина, сына героя. Я клянусь, что не стану его заточать я в тюрьму. Но молчи, моя дочь, я пока говорю не с тобою. Пусть он сам говорит за себя, как пристало ему». А Берин был очень простой человек. Он всех этих придворных сложностей не понимал. Его спросили, он ответил: «Я пришел сюда одной судьбой влеком, путь к твоей земле прокладывал клинком. Я прошел через такую круговерть, что меня порой страшилась даже смерть. Здесь я король страны, здесь я осколок войны, здесь я пленник весны, здесь я слова верны. Я нашел в твоей земле великий клад, он сокровищ прочих мне милей 100 крат. Я дочери твоей не откажусь, если нужно, я и с Морготом сражусь. Здесь я король страны, здесь я осколок войны, здесь я пленник весны, здесь я слова верны». А вот так вот с Тинглом никто и никогда вообще не разговаривал. И Тингл совершенно непроизвольно, уже себя не контролируя, сказал в ответ на это хамство: «Вижу я, что слова моей клятвы поспешными были.
Ты речами своими две смерти уже заслужил. Ты пришел по грязи низкорожденный, ползаешь в пыли. Видно, темный владыка шпионить тебя научил. Ну, вы понимаете, что Тингл сказал первую пришедшую ему в голову гадость? Но вот таких гадостей Берину говорить совершенно не следовало, потому что он уже 13 лет, не переставая, боролся со слугами темного владыки как только мог, и ему, мягко говоря, стало обидно. Поэтому он выпрямился и сказал королю: «Забирай назад, король, поспешные слова. Пусть потом, как скажешь, будет плохо или тюрьма. Прежде ж поединщика мне выставить изволь. Оскорблять меня не смеет ни один король, мой отец. Мне кольцо Фелагунда в наследство отдал, а мой род не шпионил и не предавал». И тут вмешалась Майя Мелиан. Она быстренько дернула своего супруга за рукав и тихо ему сказала: «Умерь свой гнев, король, супруг мой. Ты видишь, сам навет неверен. И знай, судьба в эту минуту тебя вплетает в песню берен. И как бы ты не возгордился, нет власти у тебя над ними. Не ты убьешь его, добился того лишь, что ты вписан в имя Леолейтиан. Майя Мелиан обладала даром предвидения, и поэтому игнорировать ее слова не стал даже король Тингл. Он понял только одно: он делает что-то не то, и надо это как-то дело исправлять, поэтому он собрал в кулак всю свою волю, и на этот раз достаточно доброжелательно, насколько он мог, обратился к своему собеседнику, Берину. «Я увидел кольцо короля и жалею о сказанном ране. Вижу я пред собою героя и сына вождя. Понимаю теперь, что сражаешься ты не во вражеском стане, только подвиг отцовский нисколько не красит тебя». И вдруг Тингла осенило, как можно выйти из этой сложной ситуации, и он широко улыбнулся Берину и сказал ему: «Коль ты герой, ступай зарей и преврати слово в пыль. На север путь, ступай да будь из царства тьмы Сильмариль. Ты же видишь, что дочь моя выше сокровища власти. Я как свадебный выкуп назначу стремление к огню. Ты получишь взамен драгоценности вечное счастье. Я же буду утешен и память о вас сохраню. Коль ты герой, отправься в бой сквозь пламя в каменный лед. Ты сам сказал, не испугал тебя противник Маргот. Придешь во славе не налегке, протянешь камень в своей руке, и воссияет он, словно солнце в реке. Как только камень сей будет мой, тебе поверю, что ты герой. Тебе, дочь моя, коль захочет, станет женой». И так были произнесены роковые слова. Берин их выслушал. Он очень хорошо понял, куда его послали. Но Берин был человек железный. Он вежливо поклонился Тинглу и сказал ему в своей обычной манере:
ты сказал, король. Эй, хоп, среди прочих доль. Эй, хоп, незавидная роль. Эй, хоп, ну что ж, изволь. Что-то дешево ты ценишь, Тингл, свою дочь. Ты сказала, я услышал, ухожу отсюда прочь. Ты готов продать свое дитя за Сильмарил? Будет он в руке моей, меня ты насмешил. Хей, хоп, камень я найду. Хей, хоп, не сгину во льду. Хей, хоп, тебе на беду. Хей, хоп, я еще приду. После этого он распрощался со своей любимой, вежливо поклонился королю и королеве и ушел добывать Сильмарил из короны темного владыки. Все эльфы в некотором помутнении разошлись, все понимали, что произошло что-то страшное. И вот в тронной зале остались только король Тингл и его супруга Майя Мелиан. И Мелиан сказала своему супругу: